Сначала это показалось тенью, просто темное пятно на бескрайнем полотне песка. Рональд пролетал по этой линии аэрофотосъемки 100 раз. Плоская пустыня, жесткий свет и ничего, за что мог бы зацепиться глаз на горизонте. Но затем тень осталась на месте, в то время как самолет продолжал движение. Он заложил вираж и зашел на второй круг. Это был не камень. У этого объекта были крылья. Ни взлетной полосы, ни дорог, ни единой причины для самолета находиться здесь, в сотнях миль от побережья, в глубине суши, где пустыня поглощала все, не оставляя следов. Второй пилот прильнул к окну. «Ты это видишь?» Рональд не ответил. Он уже снижался. Очертания обрели четкость. Перебитый хребет бомбардировщика, наполовину погребенные в песке металлические ребра и хвост. Все еще указывающий в небо, словно предостережение. Ветер от песка струил обшивку до блеска. Даже сверху самолет выглядел пугающе сохранным, слишком целым для того, что должно было исчезнуть навсегда. Они сделали еще один круг и сели на твердый участок грунта неподалеку. Как только двигатель заглох, в кабину ворвалась пустыня, тишина, зной и слабый стрекот остывающего металла. Они направились к обломкам, их ботинки слегка утопали в песке. Каждый шаг казался неправильным, будто они приближались к чему-то, что не желало быть найденным. Вблизи самолет оказался Либерейтором Б-24 времен Второй мировой войны. Он совершил посадку на брюхо в пески после вылета, из которого так и не вернулся домой. Самолет исчез в апреле 1943 года. Возвращаясь с бомбардировки, он просто не прибыл на базу. Годами все считали, что он упал в море. Но вот он, в самом сердце ливийской Сахары, найденный в конце 1958 года людьми, которые его даже не искали. Рональд подошел к носовой части. Остекление кабины почти полностью исчезло. Каркас был открыт небу, и что-то внутри поймало солнечный луч. Не оружие, не скелет, бумага. Небольшая пачка, укрытая от солнца. Удивительно, но чернила все еще проступали четкими строчками. Никто не проронил ни слова. Это была не карта и не приказы. Это был дневник. Слова, написанные человеком, который надеялся, что когда-нибудь их прочтут. Последняя хроника дней, которых не должно было быть. Записи не отличались драматизмом, и от этого становилось только хуже. Краткие заметки, расстояние, жажда, зной. То спокойствие, с которым пишешь, когда паника остается единственным врагом, с которым еще стоит бороться. И тут Рональд наткнулся на строку, от которой у него перехватило дыхание. Речь шла не о крушении. Речь шла о том, что они везли. О чем-то, что должно было остаться скрытым. О чем-то, что экипаж не хотел отдавать в чужие руки. Рональд оглянулся на обломки. Внезапно он увидел их иначе. Не как мертвый самолет, а как контейнер, как намеренное захоронение. Ветер переменился. Песок с тихим шорохом заскользил по фюзеляжу. Второй пилот указал на хвостовую часть, где дюны намело выше, чем в других местах, будто пустыня пыталась укрыть именно это пятно усерднее остальных. Они достали из набора маленькую лопатку. Ничего тяжелого, ничего, что напоминало бы серьезные раскопки. Просто проверить песок. Первый скребок прошел легко, второй ударился о металл. Не обшивка самолета, толще. Отдельный объект. Рональд опустился на колени, разгребая песок голыми пальцами. Показалась полоска жесткой ткани цвета хаки. Затем цепочка. Она выскользнула с мягким щелчком, и показались два тусклых прямоугольника. Смертные жетоны, закопанные у хвоста так, словно кто-то положил их туда специально.
Рональд стер грязь и попытался прочесть выштамповку. Тусклые буквы, цифры, имя, которое он не узнал. Наземный техник, пассажир, кто-то, кого вообще не должно было быть на борту. Второй пилот сглотнул. Если это не один из летчиков... Он осекся, потому что дневник в руках Рональда вдруг стал тяжелее бумаги. Он ощущался как предупреждение. Рональд снова посмотрел на открытую кабину и сделал шаг к ней. Медленный, осторожный, будто обломки могли ответить. Он не стал читать имя вслух. В этом не было нужды. Жетоны не были авиационными. Формат был другой. Другой штамп подразделения, другая нумерация. Тот, кому они принадлежали, не входил в летный экипаж. Пустыня хранила молчание, но атмосфера изменилась. Это больше не было просто местом катастрофы. Это была точка рандеву. Следом они тщательно и методично обыскали хвостовую часть. Не как исследователи, а как люди, осознавшие, что ввязались в нечто незавершенное. Под сорванной панелью, зажатой между погнутыми лонжеронами, они нашли отсек, которого не было на чертежах самолета. Импровизированный, укрепленный, запечатанный проволокой, не подходящий к остальной отделке. Кто-то добавил его позже. Рональд перерезал проволоку. Внутри находился небольшой металлический контейнер, обернутый промасленной тканью для защиты от песка. Ни маркировок, ни знаков отличия. Просто груз. Дневник уже сказал достаточно. Последние записи не содержали просьб о спасении. В них не было надежды. В них говорилось о задержке, об уходе подальше от побережья, о долгом пути. Не к помощи, а прочь от чего-то. Одна строка встретилась дважды, второй раз подчеркнутая с силой. «Не дайте найти его в целости». Наконец Рональд все понял. Экипаж не просто выжил при посадке, они приняли решение. Позже следователи восстановили остальную картину. Самолет, опознанный как Б-24 «Леди Бигуд», «Леди Бигуд», пролетел мимо своей базы в Ливии из-за навигационной ошибки и ушел глубоко в Сахару, пока не кончилось топливо. Экипаж выпрыгнул с парашютами, полагая, что они близко к Средиземному морю. Они ошибались. Они пошли на юг, прямиком в сердце пустыни. В течение следующих дней и недель они умирали один за другим. Жажда, зной, огромные расстояния. Их останки позже были найдены разбросанными вдоль маршрута, в точности так, как описывал дневник. Но одна деталь так и не сложилась в общую картину. Почему самолет был намеренно замаскирован? Почему некоторые детали были перемещены? Почему лишний комплект жетонов, принадлежавший солдату, числившемуся пропавшим без вести в ходе совсем другой операции, был зарыт у хвоста? Архивные записи намекали на секретную миссию по перевозке груза, проходившую параллельно с бомбардировкой. Оборудование, которое должно было быть передано тайно, без регистрации в логах и без возможности восстановления. Нечто достаточно маленькое, чтобы унести в руках, достаточно важное, чтобы спрятать, и достаточно опасное, чтобы экипаж выбрал смерть в пустыне. Лишь бы оно не попало в руки врага. Контейнер в итоге забрали на экспертизу. Его содержимое никогда не разглашалось публично. Было лишь сказано, что его изъяли, каталогизировали и отправили в архивы под грифом «Секретно». Официальный отчет закрыл дело как навигационную ошибку, но обломки остались там, где лежали. Их не тронули, словно даже десятилетия спустя никто не хотел тревожить то, что было там погребено. Сегодня останки леди Бигуд все еще покоятся в Сахаре, выбеленные солнцем, безмолвные, хранимые пустыней, которая умеет беречь секреты лучше любого сейфа.
А дневник, написанный людьми, знавшими, что им не выбраться, заканчивается без прощаний. Лишь одна последняя фраза, неровно выведенная внизу страницы. «Мы сделали то, что были должны». Если бы этот самолет нашли раньше, если бы кто-то вскрыл тот отсек во время войны, пустыня была бы не единственным местом, поглотившим правду.